Вот мы вышли из нашего поезда, перрон практически пустой. Сразу чувствуется Азия, прям воздух даже другой, все другое, цвета другие. Никаких металлоискателей, металлодетекторов, ничего такого. Только вышли, здесь сразу китайская стена, куча... Ладно, это расизм, конечно, куча китайцев. И вот такой вот вид вокруг. Сразу куча всяких магазинчиков. Сразу подходят попрошайки. Все пестрое, много иероглифов. Пока что ничего не понятно, но выглядит прикольно. Мы подошли к станции метро. Вот станция метро. Сейчас очень темно, правда, к сожалению, ничего, наверное, не видно. И здесь бамбук растет. Ну, блин, его, наверное, не видно, к сожалению. Просто растет бамбук. Метра, наверное, 3,5. Сейчас попробую со вспышкой. Вот он, бамбук. Я думаю, видно его, да? Надеюсь. Мы вышли из метро, и нас подобрал наш хост на машине. Мы сейчас вот едем до него. Город классный, интересный, все в огнях. Это своего рода уличный рынок, где продают еду, разную еду. Но в основном это noodles, это паста, так скажем. На севере больше едят рис, а на юге больше едят вот пасту и мясо. В основном тут, в принципе, куриное мясо. Вот мы спрашивали, и почти все блюда со свиным мясом. Нам положили, оказывается, одинаковые порции, а мы меняемся и думаем, что у меня острое, а это не острое. Мы уже второй раз меняемся, а оказывается, это два абсолютно одинаковых блюда. Еще плюс нам наливают из чайника, вот из этого вот, из металлического чайника, наливают жидкость. А мы спрашиваем, а что это такое? А это, оказывается, навар от бульона, точнее, это как сказать, бульон от пасты. То есть это просто вода от лапши. Здесь лифт. Мы нажали вызов лифта, кнопку вызова лифта. Здесь соседи. Это не первый этаж. Здесь стоит мотороллер. Просто стоит мотороллер на лестничной клетке. Как вам такое? А? Здорово, да? А там еще один мотороллер. И здесь вот мотороллер. Это, кстати, электромотороллер, потому что у нее есть электромотор. Ну, я так понимаю, что это электромотороллер. Выезжаем с подземной стоянки. Выезжаем с подземной стоянки. Обратите внимание, сколько европейских машин. Не европейские машины. Гелики, Мерседесы, Volkswagen, Audi, BMW. И это обычный дом, но размер подземной стоянки просто огромный. Такое чувство, что приехали в магазин. Мы выходим из нашего здания, где мы остановились. Вот она выглядит вот так вот. 27 этажей, оказывается. Мы выходим. Здесь куча зелени. Очень все красиво. Куча домов, куча зелени. Зелень, 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 зелень вокруг. Все очень красиво. Мы сегодня утром пришли тоже на своего рода стрит-маркет, такой уличный рынок. И всякая еда. И мы взяли вот яйца. Вот, яйцо уже в руках. Нас угощает наш хост. Сейчас попробуем, какой оно на вкус. А сейчас же сама дегустация яйца. Тебе нравится яйцо? Да? Very tasty egg. Сейчас попробуем яйцо. Этот цвет, честно говоря, очень странный. Такое чувство, что просто яйцо сварено в соевом соусе. Немножко странный привкус, но в целом вкусно. Здесь вообще все имеет очень своеобразный привкус.
Оказывается, что эти яйца приготовили в семечках сезама. Вот так вот. Это, оказывается, не соевый соус, а семечки сезама. Отсюда и такой интересный привкус. На самом деле очень вкусное яйцо, потому что оно практически сладкое, можно сказать. Во всем мире зима, а в Китае так зелено. Мы отправляемся на автобусе в сторону центра, потому что мы хотим помыть голову, а нам сказали, что дома никто голову не моет. В общем, чтобы помыть голову, надо поехать к парикмахеру. Сейчас мы едем к парикмахеру. Оплата может производиться наличными деньгами, телефоном или карточкой. Карточка просто RFID-карточка, как уже в многих странах используется. Она выглядит вот так вот, с такими забавными картинками. И один проезд стоит 20 центов. Так что довольно дешево для такого города. Кстати, здесь проживает 10 миллионов человек в городе Сиянь. А сейчас он отправляет деньги с телефона на карточку. Вот карточка. Прикольно. Мы сейчас находимся в салоне. Здесь пришли буквально на пару минут. Когда мы зашли внутрь, нас угостили напитком. А этот напиток сделан так. Это китайские ягоды и волчьи ягоды в горячей воде. По вкусу практически вода, но вода очень горячая, то есть практически как, своего рода чай. Сейчас мне дольют еще немножко сюда. А вот видно на дне там ягодки, немножко ягодок видно. Вот что внутри. Это, кстати, традиционный зимний напиток, потому что в летнее время используются другие ягоды и добавляют еще лед внутрь. Наверное, уже не будет видно, но эта машина распыляет воду. А дальше мы отправляемся на прогулку с нашим хостом Фрэнком, потому что он обещал нам показать центральный парк и набережную. Но перед прогулкой мы немножко подкрепимся. Не забывайте, с нами вечно голодный мальчик Фрэнк. Мы зашли в кафешку, но здесь висит баннер, и мне интересно, вот все правильно вроде написано, но кофе вверх ногами. Китайцы не знают, как выглядит кружка кофе. Меня впечатлило огромное количество электроскутеров, прокатных велосипедов, потому что это 2019 год, и в больших городах я еще такого не видел. А вот мы уже и добрались до парка на набережной, и осталось найти лишь способ спуститься вниз. Даже не знаю, это будет эскалатор, лифт или робот. Чтобы попасть в парк, нужно пройтись по поребрику, вот по такому вот. Вот как мы сейчас идем, здесь высота уже, не знаю, метр, наверное. Потом спуститься, и мы попадаем на променад. Вот люди также ходят, мы спускаемся на променад. Перед нами открывается просто шикарный вид, просто куча новостроек, небоскребов. И, кстати, речка, я не могу сказать, что она там сильно чистая или грязная, сложно как-то прокомментировать, но она вообще не глубокая, то есть здесь глубина буквально сантиметров 30-40 и так далее. Здесь, наверное, даже лодка особо с трудом проплывет. Посреди речки ходит то ли аист, то ли журавль, но он просто почти посередине. Наш гид сказал, что здесь глубина 15 метров этой речки. И вообще это не речка, это канал, потому что настоящая речка проходит где-то рядом. Вода, честно говоря, для зимы довольно теплая, но купаться и рыбачить здесь запрещено. Рыба здесь есть, но ее никто здесь не рыбачит.
Насчет чистоты, я уже говорил, непонятно. Вода прозрачная, но загрязнение химикатами и выхлопами неизвестны. Уровень воды сейчас довольно низкий, но наш друг сказал, что летом этот уровень может подняться выше. И, кстати, обратите внимание, что здесь специальная сетка для людей, для детей. Если кто-то упадет, то упадет не в воду, не испачкается, не намочит свои вещи, а упадет на сетку на эту. Как вам такая зима? 10 декабря, 20 дней до Нового года. Мне жарко в куртке, в тонкой куртке мне жарко. Я бы с удовольствием шел бы, наверное, даже просто в майке. Мы видели человека, он приезжал на велосипеде в одной рубашке. То есть здесь очень тепло сейчас на солнце. И, кстати, в этой части Китая практически нет осени и весны. Осень и весна длится по одному месяцу. Зима здесь есть, она со снегом. А лето довольно жарко. Летом здесь до 40 градусов. Where is not cold, but in Xi'an, vegetable. Наш друг сказал, что этот человек, он собирает еду для себя, то есть он собирает эту траву, а потом пойдет домой и будет кушать эту траву. Вот непонятно, то ли это знак радиации, то ли это просто совпадение, выполненное из камушков. Вот так вот. Такие маленькие камушки уложены в цементе. Если честно, у меня есть такое чувство, что я снимаю здесь просто все подряд. Но так оно и есть, здесь просто все красиво. И меня больше всего впечатляет то, что сейчас очень зелено и очень тепло. Ну, вообще никогда в жизни не скажешь, что мы находимся зимой в Китае. Очень здесь здорово и тепло и красиво. Вот эти символы на заборчике, этим символом больше 4000 лет, и наш друг сказал, что он не знает, что это значит, но есть подозрение, что это просто элемент декора или орнамент. Вот такие вот воздушные змеи находятся в Китае, и наш друг сказал, что это еще небольшой. Он говорит, что это средних размеров, есть намного больше. Кстати, один из таких змеев уже летает в воздухе. Я не знаю, каких он размеров. Мне почему-то казалось, что он, может быть, сантиметров 50 в размерах, ну, в диаметре. Также здесь не обошлось и без людей, которые отдыхают на скамейке. Посреди парка растут розы, и зимой даже есть бутоны. Они еще немножко даже не распустились, но это уже бутоны. А летом наш друг говорит, что здесь все в розах. И обратите внимание на толщину дерева. То есть это дерево уже... Роза, точнее куст розы уже настолько многолетний, что он разросся до таких размеров. И он был уже сколько раз обрезан, почикан. Тем не менее, они продолжают расти. Light. Как будет по-нашему? Lantern.
А вот и тот самый бамбук, который растет здесь просто на улице. Для нас это экзотика, а здесь это просто трава. Он же довольно толстый, но это трава, которая растет очень быстро. То есть она вырастает до таких размеров буквально меньше, чем за сезон. Только что мы прошли по аллее знаменитых людей Китая. Здесь и врачи, и полицейские. И полицейские просто. Только что мы прошли по аллее знаменитых людей Китая. Здесь и доктора, и ученые, и военные. Люди, которые вложили свою душу и сердце в становление Китая. Сейчас мы находимся на мосту, который выполнен в китайском стиле. И вот это здание слева, первое, это библиотека. Здесь то, что можно перерабатывать, а здесь то, что не перерабатывается, и то, что нельзя выкидывать. То, что красным, это нельзя выкидывать, сверху это то, что можно выкидывать, но это не перерабатывается.